Но здесь как нужны, как депрессанты, их совмещают все время с транквилизаторами. Нейролептики, транквилизаторы, чтобы вот убирать тревожность, потому что за счет тревожности, вот тревожность это опасность, и у нас уменьшается эта выработка серотонина. И вот так постепенно, когда человек долгое время, он он попадет, особенно когда ты начинаешь тренироваться, вот, убирать страх, понижать тревогу, то обязательно из-за шторы выйдет депрессия. Вот когда мы понижаем тревогу, обязательно рисовывается депрессия, потому что вот этого серотонина в нашей голове уже мало, и мы не получали радость. Мы от серотонина получаем радость. Вот. Вот, что я вам хотел рассказать. Так, еще что, пойдем дальше. Пойдем дальше, да, буду рассказывать, как второй раз я попал. И самое страшное, когда ты начинаешь понимать, и вот это все начинает возвращаться, что ты в замкнутом круге, что ты в замкнутом вот этом колечке, и ты не можешь, и ты ничего не знаешь, что с ним делать, вот как выйти с этого состояния. Ты вроде что-то змагаешься, ты что-то пробуешь, ты что-то пытаешься делать, все знакомые на связи, но у тебя нету алгоритма работы, как с этим работать. Чтобы понимать, как с этим работать, нужно знать, как ты устроен изнутри, какие у тебя происходят процессы при тревоге, при страхе, как самому активировать выработку серотонина, как работать с мыслями. Вот это все ты должен знать, чтобы выйти с этого состояния. Плюс вот КПТ для того и, и формировалось вот это изучение, вот эта программа, это именно наука стрессоустойчивости. Именно наука, тренируя, ты начинаешь управлять своим мозгом, ты начинаешь управлять своими мыслями, ты начинаешь управлять своими эмоциями. И вот это управление своими мыслями и эмоциями, оно и дает вот эту стрессоустойчивость, то есть наше реагирование на какие-то ситуации, наше умение быстро обесценивать ситуацию, отпускать ситуацию, не застревать в этой ситуации, не ходить, не переживать там за какую-то проблему, за какой-то вопрос. Зачастую на тревоге мысли у человека цепляются, и он сутками крутит, жует вот эту проблему, он сам себя тревожит, он не может найти ответа, что ему делать, он не может отпустить ситуацию, он постоянно крутится, он себя растревоживает, он себя закручивает. Но зная и умея управлять своим мозгом, ты быстренько это купируешь от этого, да, нажимай, быстренько от этого переключаешься, убираешь эти мысли, если они тревожные, отделяешься от них. Вот существуют в КПТ разные программы, которые, зная, ты тренируешь и начинаешь использовать. Вот, что еще вам рассказать? Буду рассказывать, как второй раз меня скинуло и начало меня вкручивать вот в это состояние. Тебя начинает гнать страх, у тебя повышается тревога, у тебя появляется симптоматика, болевые вот эти ощущения невроза подключаются. И все это постепенно, уже не постепенно, а довольно, я вам скажу, довольно быстро начинает прогрессировать, потому что опыт этого состояния в мозгу остался. И вот почему я говорю, что без КПТ вы с этого состояния практически никогда не выйдете. Ваши препараты, что вы пьете, они вам только будут облегчать ваше состояние, но они не будут решать задачу, потому что препараты не меняют мышление. Изменить мы можем только сами, путем вот этого знания, убеждения, как закладывается убеждение, как отделиться от мысли. Вот этих знаний КПТ
работы с мозгом и своим поведением, вот тогда ты меняешь свою программу. Ты перестраиваешь свое мышление, меняешь отношение к ситуациям, внедряешь в себя новые убеждения, которые ты знаешь, что убеждения формируются примерно в среднем 21 день. А как формируются? Постоянным проговариванием одной и той же фразы, одной и той же аффирмации. Она у тебя встраивается в мозг, встраивается в твою нейронную связь, и вот так формируется у человека убеждение. Поэтому, понимая вот всю эту программу, как она работает, играю в казино, в рулетку, мне 28 лет. Ага, так, пропало только что мне писали, пропал вопрос, не видел до конца. Это игромания, это у вас получается зависимость. Дело в том, что наша жизнь, человек в приори, в принципе, он живет по привычкам, по выработанным привычкам. То есть вся наша жизнь состоит из привычек. И вот эти привычки меняются. Вот путем тренировки, выдерживания ты меняешь вот эту привычку. Но привычку поменять очень тяжело. Очень тяжело. Существуют методики, например, отсечение мыслей, когда к вам приходит мысль. Вот, ну, разберу на примере, как курить. Вот вы курите, а бросьте, потому что приходит мысль закурить, и у тебя сразу происходит тяга. Но вот это воспоминание запускает мысль. Есть такие методики, вешаешь резинку на запястье, и как приходит эта мысль, ты ее отбиваешь, и ты переключаешь мозг с думанье про это как бы курение. И вот так щелкаешь. Ну, это вот одна такая легкая методика. В принципе, я объясняю, как работать, вот, когда приходят напоминания, мысли таких напоминаний. Их можно применять при навязчивых мыслях, вот эту методику. Ну, там много чего сразу не расскажешь, какие есть методики работы с мыслями, поэтому эту тему как бы можно будет разобрать потом подробно. Еще смотрю, вот много знакомых смотрят. Задавайте вопросы, буду отвечать на вопросы. Вы помахали. Буду отвечать на вопросы. Кто хочет, выходите в прямой эфир, задавайте вопросы. Не стесняйтесь, заходите, задавайте, но пока как бы желающих нет. Вот, и что происходило со мной дальше? Дальше меня стало это очень быстренько раскручивать, стал подключаться уже невроз, навязчивые мысли, у тебя постоянный страх, у тебя мозг рисует эту картинку, что все вернется, и тебя вот прет так, что начинает разносить вот этим страхом, мозг начинает так тревожиться, что я дошел до такой степени, что у меня мозг так тревожился, что я думал, что моя вот эта голова лопнет, как вот зрелую вишню, если нажать, то она разлетится в разные стороны. Вот такая была тревога. Уже все стало опасным, пропал сон, ты не можешь спать, ты видишь кровать, у тебя охватывает страх, потому что идет трактовка, что надо спать, потому что понимаешь, что ты не спишь, плюс бессонница, ты только себе хуже делаешь, это все как снежный ком накручивается, и тебя охватывает вот этот страх, и он несет дальше, у тебя вообще полная бессонница, тебя тревога вырывает ночью, ты ночью бегаешь там, моешь ванны, и ты думаешь, что ты спасаешься, потому что вот-вот ты должен был умереть, а ты там пока помыл, вроде тебя немного отпустило, и ты кое-как там пытаешься снова заснуть. И вот такой кавардак у тебя такой получается круглосуточный, то одно, то второе, то третье, и ты постоянно вот в этом трэше находишься, непонимание вот этого
и постоянных вот этих внутренних болей тебя ломает, крутит эта тревога, тебя выкручивает. Вот до такой степени я закрутился, что как был вот один такой ком, вот такой ком, как это даже тяжело, наверное, объяснить. Это такой вот какой-то непонятный ты, у тебя все болит, тебя все ломает, у тебя мозг этот распухает, у тебя мысли эти прут, у тебя поясничная постоянная боль. И ты не видишь этого выхода, и ты начинаешь сдаваться, не понимаешь уже, ты столько лет терпел, вроде как-то там первый раз выскочил, а тут снова это все начинает и раскручивается еще с большей силой, и ты понимаешь, что ты в таком цуцванге находишься. Что бы ты ни делал, ничего у тебя не получается, ничего у тебя не выходит, вроде бы что-то где-то, потом оно у тебя снова, ты видишь, что ты как белка в колесе в каком-то замкнутом кругу, что-то еще пытаешься, но силы твои постепенно заканчиваются. Твои постепенные силы заканчиваются, и самое страшное, когда к тебе приходит осознание, что ты с этого не выйдешь, потому что ты не знаешь, как это сделать. И такие мысли, что с этого вообще невозможно выйти, потому что до этого ты ездил по разным врачам, ты ездил к бабкам, к деткам, ты ездил к каким-то психологам другим, ты ездил к таким специалистам, которые как бы, как это называется, мануальником ездил, тебя там равняли спины, потому что говорили, там из зажима у тебя там, наверное, вот это происходит непонятное что-то, там кислород в голову не поступает. Потом, вот, забыл, как их из головы выскочило, как их называют. Слава, как-то называются вот эти, гипнотизером вот ездил якобы там гипнозом, он тебе что-то там, тебя куда-то там, как бы что-то. И, короче, все это тщетно. Ты проезжаешь, куча денег, там, туда, там все таблетки эти выписывают, терапевты. Ты покупаешь их, ставишь, там куча у тебя таблеток, ты на них смотришь, тебя трясет, ты почитаешь, какой там список побочек, тебя колбасит, еще больше от этих. Ты там пытаешься, может, кусочек выпить, там, а может не выпить. У тебя получится, когда ты прочитаешь, сколько там побочек, а еще там напишут от шизофрении, там еще от чего-то эти препараты, тебя вообще охватывает такой страх, тебя несет, что думаешь, что если я выпью таблетку, тебя еще хуже от этой таблетки будет, и у тебя целая тумбочка этих таблеток, ты их на кухне в шкафчик слаживаешь, они там уже и срок проходят, ты каждый раз тебя выписывают, ты бежишь быстрее их покупать, потом читаешь, потом их слаживаешь, и вот так вырабатывается потом страх к препаратам. Ты уже все. У меня был такой момент, когда я уже начал КПТ заниматься, мне выписали такой препарат, кутипин называется. По-моему, кутипин, Слава, не помнишь? Такой нейролептик, по-моему, кутипин индийского производства. Такие маленькие розовенькие таблеточки. И я помню, выпиваю таблетку, я иногда пробовал их пить, лирику пару раз я пробовал, такие капсулы, половина красненькая, половина беленькая. Американский препарат от тревоги, транквилизатор, да, этот или как-то? Ну, да, вот. успокоительный тоже. Да, которая тревогу снимает. Вот, пробовал, я помню, мне выписали прямо там, дали в здании, я выпил эту лирику. Выпил, сказали, посидите в коридоре, вы за рулем, я говорю, нет, меня приехал с братом, посидите, я посидел 5 минут в коридоре, я начинаю плыть, вот ты реально такое ощущение, как будто вот бутылку 0,5 спиртного вот ты выпил, и ты даже так еле-еле чего-то, ты качающейся погодкой так вот и пошел. Вот такие препараты. Но это было перед этим всем, что я вот сейчас рассказываю. Вот, и пробовал, выпиваю вот этот кутипин, потому что
в башке такая стоит тревога, что тебе кажется, что у тебя сейчас этот инсульт будет, что у тебя там что-то лопнет, и все тебе будет, и летальный исход, потому что все это расстройство страха, оно привязано, не понимая, что вот эти процессы, как они происходят, тебе кажется, что ты каждый раз умрешь, что вот или от панической атаки, или вот от этого перенапряжения в этой башке кажется, что вот-вот, и все с тобой сейчас там что-то произойдет, и все тебе будет. Ой, то есть, он выпивал, потом его снова вырывало со сна, потом у него уже на тумбочке, они лежали по кучкам, по 2 штучки, он уже знал, что ему там 3 раза за ночь нужно пить по 2 таблетки вот этого запеклона. Следи, да, буду быстро писать. Но оно как-то быстро. Еще дело в том, что... Вот, к чему я это вам рассказываю? Дело в том, что наш мозг, он далеко не глупый. Поверьте мне, когда к нам в наш организм попадает инородное вещество, он его изучает. Он его как бы сканирует и изучает. И вот пока таблетка действует, он его изучает, потом он его начинает нейтрализовать. Он ее действие начинает купировать. Вот этих препаратов. И что тогда делают? Просто когда мне выписывали лирику тогда, там было доза 0,25 или 0,50, Слава, не помнишь эти? 0,75. 0,75 миллиграмм. 0,75 миллиграмма. Вот. И 150 миллиграмм. Да, и есть 150. Но мне выписали 0,75, и когда вот мне выписали, она как-то, это психолог, психотерапевт, как-то проговорилась, говорит, ой, это ерунда, вот 0,75, вот у нас там 3 капсулы за раз пьют, вот там 150. Я тогда думаю, ничего себе. То есть я тогда начал понимать, что эта доза только будет увеличиваться. И уже теперь я вам рассказываю, я понимаю, как работает это все, почему увеличивают дозу. Потому что мозг, он изучает вот это вещество инородное, и потом он начинает его нейтрализовать, и, соответственно, что нужно делать? Либо увеличивать дозу, либо менять препарат. Вот так это происходит. А со снотворным это вообще происходит очень быстро, потому что снотворное привыкание, то есть вот это привыкание идет абсолютно, его только выписывают, по-моему, на 10 дней, больше его не дают пить, потому что если к вот этим транквилизаторам, вот этой лирике, ринери, там как бы привыкания такого нету к антидепрессантам, получается зависимость чисто психологическая, то вот снотворным там, вот с таким серьезным снотворным, как запеклон, очень такие серьезные вещи, и поэтому его дают пить только на короткий промежуток времени, то бишь, вот как правило, 10 дней, чтобы там немножко отрегулировать сон там, вот. Вот что я вам сегодня хотел рассказать. Вот второй наш сегодня эфир. Мы попробовали выйти. Поэтому потом буду дальше рассказывать, что со мной происходило. Поэтому давайте пишите. Вот здесь кто-то писал, но я не успел прочитать. Пишите, выходите на прямую связь. Будет приятно мне с вами общаться. Я думаю, вам со мной тоже будет приятно общаться. Как бы задавайте свои вопросы. Буду стараться ответить. То, что я знаю, буду вам отвечать на эти вопросы. Вот. Все, спасибо большое, кто зашел, кто смотрел, кто был с нами на связи. Все, до новых встреч в прямом эфире. А так, смотрите мои ролики на ютубе. Я пытаюсь вам рассказать, пытаюсь до вас донести, как работать вот с психическими расстройствами, чтобы постепенно что-то вы могли использовать, делать сами. Но все равно лучше работать напрямую с специалистом, потому что он четко будет вести вас как бы вот
по этой цепочке именно на этот момент, что у вас происходит. Потому что самому очень тяжело в этом разобраться, особенно когда ты полностью закручен. Там много таких подводных камней, которые тебе нужно отработать, преодолеть, где принять, где бороться, где вот такие разные вещи. Вот что я вам сегодня хотел рассказать.